Всем привет, дорогие друзья, это канал Самсолнышко Плей, с вами Даша, и сегодня мы продолжаем играть с вами в игру Гужлёвка. В прошлой серии мы с вами дошли до 4-го акта, вот в целом это его начало. Вот, и нам теперь нужно сделать решение, что же нам делать, запускать людей, смотреть на инопланетян, или же мы что-то сделаем еще. Давайте дурачка включим. Думаю, что выводы делать очень рано. Наверняка мы знать ничего не можем. Людей пока стоит держать на расстоянии. Я думаю, что Такую так. толпу даже Дэн Сяопин не сдержит. Кто такой? И чё? И чё ты мне предлагаешь, я не понимаю? О, Все Стёпка. внутрь хотят. Они как увидели, что со мной стало, как с цепи сорвались. Каждому лысому теперь тоже надо. Я уж стал врать, что парик вчера купил, так они дергать полезли. Они думают, что там внутри сидит чумак, и только и ждет, как бы им всем подагру вылечить. Значит, надо все выяснить экспериментальным методом. То есть? То есть мы не с того начали. Мы сначала впустили человека внутрь, а по-хорошему надо было начать с животных, например. Как при испытании лекарств. Правильно говорю, Михалыч? Нет. Нет. У каждого своя голова на плечах есть. Так, сильно хотят внутрь, пусть. Ответственность мы тебя в таком случае не берем. Никаких Есть животных. там одна подходящая кандидатурка. Давай, запускай. Кто там хочет? Лидия Сергеевна! Сергеевна! Лидия Сергеевна? Заходи. Это кто? Да, ее тоже бери. Прекращай шуметь, граждане! Быстрее, Сергеевна! Да что она не идет, это Сергеевна ваша. О, нифига. О, Серговна пришла. Здравствуйте. О, Господи боже. Вась, перекрести, а то у меня руки заняты. помоги бабулечке. Оп, оп. Стоп. Вот эта Ну дамочка что, не легче проходит. стало? Ну, излагай. А что излагать? Хочу кормилицу вылечить. В том месяце захворала, старая уже, молока не дает. Нет уж Да-да, что ничего, ли? не надо, помирать скоро. Лучше Я на козу себя. на ноги поставлю. Я Ага. только козье пью. Оно без холестерина. Отказ от претензий подпишешь? Кого? Отказ от претензий. Мол, если коза помрет, мы как бы и не виноваты. Ладно, хватит пенсионерок смущать. Давай я сейчас кнопочки нажму, а ты козу заталкивай. Давай. Так, посмотреть в журнале. Решение провести эксперимент на козой принято единогласно. Использовать. Так, давайте посмотрим. Шанс успеха, новые слова. Я вот не очень понимаю. Определяет шанс успешной интерпретации вашего сообщения. Очки знаний, которые увеличивают шансы на успех отправки в будущем. Шанс искажения вашего послания взамен на большее количество очков. Я не понимаю вообще. Текущий 20. Чё вообще? Как? Зачем? Почему? Так, давай. А у нас что там у нее? Стадо. Нога. Исцелить. Стоп. Молоко. Нет, в имя добавилось молоко. Давайте так попробуем. О, все хорошо. Блин, исказилось. Новый рекорд. Текущий. Я не понимаю вообще, как это работает. Блин, что сейчас скажу? Может, я сейчас плохо будет? Блин, или ее исцелить надо было? Я, наверное, не то, да, сделала? Я бы, чтобы она молока давала больше? Или что надо было? Если что, это не я. Ко мне претензий никаких не должно быть. Опс. Интересно. Они продемонстрировали добрую волю, но непонимание того, как правильно решить подобную задачу. А решили они ее колхозным методом. Упс. Ну, не знаю, выглядит все это очень сомнительно. Тише, слышите? Я своими глазами видел. Там вчера чудеса происходили. А теперь они людей внутрь не пускают. Хватит! Натерпелись от коммуняк! У нас теперь страна свободная! Пошли на пролом! Что вас много, табельное господа? применю? Ты его когда в последний раз из сейфа-то доставал? Все, теперь поступать по-честному будем. Тарелка в нашей деревне приземлилась. Значит, право войти имеет каждый. Во-во.
5-й год простатой мучаюсь, а им меня в лечильню пустить жалко. А я телевизор хочу, японский. Сергеевна-то блатная какая-то, видимо. Только ей желание исполнять полагается, что ли? Да этому председателю коза дороже односельчан. В смысле? А кто председатель? Я, что ли? Я не председатель. Что гоните от меня? А что они на меня гонят? Во-первых, дверь мне запили, не тот сужу. Во-вторых, не ты ли вчера за коммерцию агитировал громче всех, а тут вдруг каждый зайти должен. А кто спорит? Каждый при желании войдет. Теперь почини мне дверь и спокойно ставь в очередь. Вот так вот. Никто никому ничего не должен, а свое право имеет каждый. Вот мы этим правом и будем пользоваться, пока не докажешь, что у тебя на эту штуковину какие-то особые права. Давай, Ладно, пусть открывай заходит. штуковину. Да пусть заходит, пусть заходит. Окей, добро. Мне даже интересно поглядеть, что ты можешь пожелать. А вы заставьте. Да ради бога, только вот на косточку эту хорошенько погляди и крепко подумай, надо ли на тебе. Вот, А это он так кнопочки свои понажимал. Он козочку мою изуродовал. В смысле, Пусть ты что, бабка все офигела, знают. что ли? Со Степаном-то все хорошо. Для своего усатого друга ты как надо постарался. А для народа, как в колхозе ничего не делал, так и сейчас частную инициативу душишь. Что за говно? Нет, тут брешешь. Что-что, а председатель Валерий Михайлович был хороший. Что значит был? Ну, Формально натуре. колхоз не расформирован. Да все уже, сейчас другое время, подвинешься. Он Что вчера происходит? впервые с этой хренью столкнулся. Где он там мог постараться? Ты своими глазами все видел, дурень. Иди водочки накати, успокойся. Так, все, ну-ка двинься. Я все сам нажму. А, да ради бога, давай тыкай, клацай. Но вообще, я вас не люблю больше, все. Ну и что ты сделал? Что? Думаешь, я не найду способа? Что, Не в найдешь. смысле? Скорее всего, оно будет откликаться только на команды Валерия Михайловича. Ага, значит, земное начальство они признают. Это хорошо. Это очень даже правильно. Мудрите тут что-то. Бабка, иди уже. Пойду я. Иди, Марта, идем. да. Упс. Ну, блин. А ну, чё, Михалыч? Самое время для следующего этапа эксперимента. Да пусть Пускай. идут, ради бога, да, Ну, конечно. говори, Клим, чё ж ты пожелаешь? Ха-ха, буду я вам рассказывать. В смысле? Так нам же надо знать, исполнилось твое желание или нет. Будешь как миленький. От тебя можно ждать любую Хиросиму. Таков принцип работы. Она не откроется, пока что-нибудь то не вобью. Да, кстати. Хочу, чтобы мне и мужикам эти ваучеры по справедливости обналичили. Какие еще ваучеры? Насчет приватизации колхоза еще ничего не решили. Мы в Светломайск на той неделе самогон на реализацию гоняли. Так там заводчанин один. Понятно. Ну, вроде бы безобидно. Понять бы, как вопрос-то составить. Ну, раз на то пошло, то пусть им что-нибудь обломится. Что тут безобидного? Очередной завод раздербанили, а мужикам и нормально. Водка есть, а завтра хоть трава нарасти. Временное явление, как НЭП. Без социализма жизнь не способна. Так что пусть пока водочку пьют. Ну ладно, пейте водочку тогда. Что там вам надо? Деньги, маргиналы. Блин, можешь поугорать. Пусть они так, давай. Маргиналы, завод, самогоны, не знаю. Отправить. Не знаю, что из этого будет. Событий не произошло. Сообщение исказилось. Так, короче, что-то сейчас случится, видимо. Не знаю, что посмотрим. Надеюсь, ничего безобидного. но они Погнали, же реально трудовой маргиналы. народ. Идите Вы, домой. главное, глаза зажмурьте и сильно-сильно желайте. Ага. Блин, я реально не знаю, что произойдет. О, это я понимаю. Справедливый курс. Вы Чё? видели их? Как они поняли ваш Вы просьбу? что, охренели, что ли? Никого не видел. Там вообще ничего не видно. Мы очень-очень желали, и оно как-то само в руки упало. Опа. А теперь все дружно застыли. Подделка ценных бумаг, ребятки. Ага, понятно. Лови, начальник, от нашего дома вашему.
Это что такое? Только что произошло? вообще, Ты что, взяточник? Не что ли? расслабляйтесь тут. Мы еще поднимем вопрос незаконного захвата тарелки. Степан. Спокойно, товарищ преподаватель. Они все абсолютно одинаковые. Номера видишь? Вот. Их ждет сюрпризец. Интересно, это Ну просто тогда результат ладно. непонимания или тарелка намеренно не дает заказывать всякую гадость? Но это в любом случае не порядок. Первый же Гитлер тут такую бучу устроить может. На такой случай у нас есть свой цензор. Да, Михалыч? Угу. Все, хватит с меня, я такую ответственность на себя взять не могу. Давайте дожидаться властей. Постараюсь отделить зерно от плевел. Сюда вот-вот начальник райцентра должен приехать. Мгм. Давайте Зачем впустим он людей нам только? посмотреть, а то дальше... Дальше уже, похоже, распоряжаться не нам. Вот Ну, тебе давай, и давай. первый же Гитлер. Он будет в Москву сообщать. Значит, в ближайшее время можем ждать чекистов. Угу. Тераштайнов нормальный мужик, ответственность передаю ему, а он пусть дальше хоть Ельцина приглашает. Хренушки, тут уже никак не замести следы. Не знаю, И кто нате такой сразу второй. Что? В смысле? Ельцина. Точно. Он же сюда приедет рано или поздно. Это наш шанс. Ты это... Ну что? Ничего противозаконного не задумал? Противозаконного? О, нет. Так, там? а это у нас кто пришел? Здравствуйте, Василий Пионеры? Леопольдович. Здравствуйте, Степан Аркадьевич. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Все, хорошо. Здрасте. Вот вас-то нам и надо. Смотрите, ребят. Смотрите и запоминайте. Сегодня история человечества кардинально изменится. Раньше вы нас истории учили, а теперь ее делаете. Куда там, Женечка? Мы конфетки принесли. Какие молодцы, мне надеюсь. А вам не жалко? А дяде на заводе вместо зарплаты целый ящик дали. Он все продал, и нам чуть-чуть совсем осталось. Ну, когда-нибудь у нас еще будут конфеты, а инопланетяне, может быть, уже улетят. Так что не жалко. Молодцы Вот какие. так. Да вообще не говори. Да вообще какая-то фигня. Детки, близко к тарелке не подходите. Не стесняйтесь, ребят, попробуйте угостить. Может, они сейчас и покажутся? Детская непосредственность должна их подкупить. Ну, Пусть идут. я на всякий случай рядом постою, Да ага. постой уж, конечно. Давайте, ребят, подходите. Остается надеяться, что детей не превратят в стариков. Не Валерий надо Михайлович, что-то за дело. Блин, давайте постараюсь сейчас. Давайте. Презент, ириск, шоколад, обертка, фонтан. Давай презент. Ириск, шоколад. Не знаю, пусть будет так. Критических событий не произошло, а? Блин, нет, исказилось что-то. Так, я не поняла. Детишки, извините. С вами что-то произойдет, скорее всего. Хотя, ну не, им же паленые деньги дали, так что. Она даже не заходила, она просто отдала. Они нам вместо конфет, видимо, сейчас что-то дадут, что ли? Аккуратненько. Воу. Пришельцы даровали детям огромный шоколад-батончик. Фига. Спасибо, Три медведя. инопланетяне. Помогу им донести, что ли? А давайте просто разделим ее между всеми ребятами, и тогда никому ничего не придется тащить. Тоже идея. Зовите всех внутрь. А вы думаете, это можно есть? Может, вы все рванетесь? Ребята, заходите! Они добрые! Мне кажется, это вообще небезопасно Валерий жрать Михайлович, конфеты от Пока люди инопланетян. отвлеклись, давай-ка, что ли, обезопасим себя и тарелку. Ай. В смысле, что ты хочешь? Я не поняла. Начальник сам, скорее всего, приедет с камерой. Все уже. Вась, тут ничего нечего скрывать. Ладно, что предлагаешь? Да мне так детьми полюбоваться хочется, у которых детство счастливое, а ты мне про дела. Мне в их возрасте сапоги на вырос брали. Шоколад я впервые, знаешь, когда попробовал? У-у-у. Предлагаю срочно привлечь своего человека со стороны. Лишних мер предосторожности не бывает, правда же? Ты вот эту вот газетку дурацкую выписываешь? Вот давай в ней что-нибудь и найдем. Номер в смысле? редакции, почтовый адрес, да что угодно. Но лучше, конечно, номер. Давай посмотрим. Использовать номер редакции.
Ну вон, 11 выпуск за 99 год. Ну вот же вот оно, вот. Горбачев сдал страну инопланетянам. Что, будем читать? Здесь что-то все про Советский Союз, про КГБ. Так, вон, опа, телефончик. А что нам нужно выбрать-то, я не поняла. Вот еще телефончик. Здесь так-то куча инфы. О. Угу. Ладно, давай вот этот попробуем. Нет, это точно не годится. В смысле, почему? Я точно знаю, что нам надо позвонить именно по этому номеру. Ладно, ищем дальше. В смысле, а по какому номеру звонить? Так, подожди. Окажем посреднический услуг перед тем после... А, нет. Если вас обманули, обвезли, обчитали в магазине, предприятие не выполняет своих обязательств. Может, туда тогда? Давай попробуем сюда. Михалыч, это явно не то, что нам нужно. А что он хочет от меня, не понимаю. Ладно, ищем дальше, давай, ладно. Окей. А тут сразу что-то еще было? По-моему, здесь больше не было никаких номеров-то. Двигать газетка. А, вот еще есть номер. Давай Вот сюда. это нам и нужно. Подойдет? Давай, Михалыч, набирай скорее. Давайте. 3, 4. Блин, как я любила вот эти телефоны. Просто так ими играла, номера набирала. И 8. Алло. Алло. Это Густобров? Вас беспокоит зрение Кужлёв, как говорит Валерий Потихонченко, председатель колхоза. Ваша недавняя публикация полностью подтвердилась. Просим срочно приехать. Скажите, пожалуйста, вы видели что-то в небе? Да если бы... Можно сказать и так, очень вас ждем. Мне с командой товарища дал установить опосредственный контакт с инопланетянами. Просим срочно приехать, подготовив автотехнику и желательно кинотехнику. Давайте вот это. Не будем раскрывать все карты. Все понял. Надеюсь, это не розыгрыш. Буду завтра. Всего доброго. Ага. Чао, какао. Ну все. Ой, где телефон у меня на морякуху привязан. Завтра, значит? Ага. Ну, поживем, увидим. Ждем. Граждане, всех лишних людей просим освободить помещение. Сейчас Кто сюда это? прибудет господин Сераштанов. Что? У нас в деревне лишних людей нет. Ну, может, Клим? Ну, в общем, нет у нас таких. Расходите, пожалуйста, и конфеты заберите. Давайте. Шоколадку оставьте. Но образ неплохо сыграет. Какой еще образ? Положительный образ руководства, конфетки, дети, все дела. Детей тоже можно оставить. Посимпатичнее отберите кого-нибудь. Ну, вот этот И не норм подумаем мы вроде. никого отбирать. Ребят, пойдемте. Михалыч, мы, если что, рядом. Угу. Давайте. Что за чуваки Участок вообще? по периметру оцепите. Никого не впускать. Кто это вообще такие? А я могу? А я не могу сейчас ничего использовать. Вы кто такие, пацаны? Чё пришли сюда? Кто это такие? Кто вы? Так, 2 лысых. Киношники какие-то. Вы кто такие? Не понимаю. Я вас не звал. Не надо меня фотографировать. Нет. Ну, первым на место происшествия прибыл участковый Белов. Так точно. Моментально оцепили периметр, оказали пострадавшим первую помощь. Псевдостёпа. Ночью раздался звонок. Я, собственно, первым прибыл на место встречи, где до меня уже находился бывший, получается, председатель колхоза товарищ Потихонченков. Организовали медицинскую помощь, подвезли несколько автобусов с военнослужащими из ближайшей части. Как видите, кроме этого дома все целы. Ребята-спасатели также очень оперативно сработали. В кратчайшие сроки восстановили фасады пострадавших домов. Каковы ваши дальнейшие планы? Дальнейшие планы далеко идущие и многообещающие. Организуем вокруг тарелки международный коммерческий центр, откроем гостиничный комплекс для туристов. Фига себе, Но придумали. тут, конечно же, в первую очередь нужен приказ сверху. Поэтому в ближайшее время ожидаем визит со стороны высшего руководства Российской Федерации. Как мы понимаем, пилоты летательного аппарата пока еще не планируют покидать его пределы. Наш аналитический центр связывает это с тем, что граждане-инопланетяне готовы беседовать исключительно с Борисом Николаевичем лично. По-моему, они Чем только мы со их, мной собственно, хотят общаться. полностью поддерживаем.
Слово предоставляется простому сельскому учителю в числе первых, бросившемуся к дому председателя колхоза в ночь столкновения. Так это не он. Хочу сказать, что, глядя на весь Все этот в Вася. бардак, который творится в стране, предлагаемые господином Сироштановым меры я полностью поддерживаю. Хотелось бы чаще видеть такие здравые предложения со стороны чиновничества нашего молодого государства. Очевидно, будущее за либеральным подходом, коммерциализацией, приватизацией и рационализацией по западному образцу. Так что нам остается только поблагодарить наших инопланетных коллег за шоковую терапию, которую они устроили нашей Кужлевке. Думаю, выстроенный господином Сироштановым туристический вектор развития Кужлевской зоны найдет горячую поддержку среди наших гостей. Обратимся к Валерию Михайловичу Потихонченкову, Это кто? первому достоверно установленному контактеру с планеты Земля. А, это я? Это реально я? Совесть-то надо иметь. Я этих людей вообще впервые вижу. Кто это такие? Сироштанов, я-то тебя за человека считал, а вы шлюхи продажные, не журналисты. Ну да, в общем, в целом так все и было. Всех благодарю за военную помощь. Ждем товарища Ельцина. Что сказать? Давай вот это. Совесть-то надо иметь. Я этих людей вообще впервые вижу. Кто этот хрен? Какой сельский учитель? А это что за участковый? Сироштанов. Меня сейчас на бутыль. Я-то тебя за человека раньше считал. Ни пяди колхозной земли тебе не достанется, понял? Я уже вижу, что тут происходит. Люди чудо увидели, а он вон как извернулся. Шлюхи вы продажные, а не журналисты. Что мы, управы, что ли, на вас всех не найдем? Так, понятно. Короче, запись стирай. В смысле, не надо стирать? Это... Блин, сейчас за... Слышь, Петров, скомандуй другого инвалида завести. Я-то думал, ты, Михалыч, не совсем дурак. Посговорчивее будешь. Ну, что теперь уж. Давайте, быстрее. Мне через час с Москвы звонить будут. Что, Подождите. офигели, что ли? Так это что, правда? Вы на самом деле устроили тут потемкинскую деревню? И тарелка не настоящая? Не шуми, журналюга. Тебе за такой сюжетец отвалят как надо. Да фиг его знает, что за тарелка. Может, сами из 2 цистерн сварили. Да хер его знает, неважно. Давайте, работаем. Нет, Так то и есть было. как это работаем? У меня есть своя журналистская репутация вообще-то. Витька, ломай камеру. Так, массовки деньги раздайте. С каждого подписку о неразглашении. А с тобой, Михалыч, кто? мы еще Что? поговорим. Притом люди подъедут очень серьезные. Не надо мне угрожать. Не надо Михалычу угрожать. Валерий Михайлович взбунтовался против беспредела. Все, поехали. Все, валите отсюда из моего дома. Быстро, кыш, кыш, кыш. Мы не продаемся, мы не продажные. Да, Михалыч, каша. Весь этот цирк с двойниками. Ну, что Ты, это было? Михалыч, поступил так, как и полагалось коммунисту. Конечно. Ну, Я тебе прямо скажу. Горжусь. спасибо. Ты знай, ни я, ни Степка, ни мужики с деревни тебя в обед не дадут. Отстоим. А может, нам и они помогут. А, поможете? О, огурцы вон есть. О, водочка. Молчат. Да, они все время молчат, слушай. Это Васька с водки раздухарился. Нам эту махину не забрать. Они над нашей родиной пауком растопырились. Помогут, не сомневайся. Добро им. Не чуждо, я пока мест как-то так посудил. Они его, конечно, по-своему понимают, но все-таки. Только на их доброту и надеюсь. Каких же они Мгм. тут дел могут наворотить, а? Страшно мне, Михалыч. Как бы что ни Конечно. вышло. Да всем страшно, очень страшно. Мы не Ну знаем, что что, это такое. по одной на боковую. Давай, давай, по одной. Я Что уже, день правда, третью грядущий пью, ну нам ладно. готовит. Ой, что ты готовишь? Давай, бахни. Оп. Блин, что еще нужно? А, блин, не больше. А! О, налить может, смотри. Ай, нельзя. Так, сейчас, видимо, будет акт 5. Да, акт 5. Обувной магазин. О, я киндер-сюрприз, что ли? Ну, в смысле, маленький пирожок. Что-то я как-то еле хожу, по-моему. Валер, я отойду сейчас на минутку. Никуда не уходи. Нет, не уходи, нет, мама, пожалуйста, нет! А, это страшный кошмар любого ребенка стоять в очереди. Нет. Что-то как-то медленно ходит. Я прям вообще...
Попрошу. Я вас попрошу, мистер. Дядь, мы тут с мамой... Валерий Михайлович, судьбу колхоза надо решить в пятницу. Валера. Это кто? Порядка сейчас сталинского не хватает, Валерий Михайлович. Лупить их всех надо до посинения, пока не исправятся. Достали вы уже всех со своими Сталинами и колхозами. Дайте людям деньги зарабатывать, гады красноперые. Валера, не задерживай очередь. В смысле, Валера вообще нормально стоит. Вы что пристали ко мне? Что происходит? Что происходит? Так, ну нам опять какой-то дикий сон снится. Про колхозы, про Сталина. Валера! Выход есть! Кто это? Так, бегу, мамуля. Это мамуля моя или кто? Ой, господи, что происходит? Заводок. Ой, что это? Что это такое? Ноги какие-то, ноги. Валера! Скорее! Я бегу. Кто это? Чьи-то ноги? Вон они, черные. Мне бегать надо. Я все это время прям бежал просто. Ничего не бойся! Я не боюсь. Я бегу. За кем-то непонятным. Стоп, это же скелет. Это окей, что я за скелетом бегу? Все, я здесь. Я пришла. Побежала. Блин, опять как... Кто это? Мне к нему идти или от него? Это какой-то свет. Кто это? Товарищ, дорогу не подскажете? Потерялись? Встань и иди. Прямо. Не ошибешься. А куда прямо-то? Можно вопрос? Если вы, конечно, тот, кто я думаю. Вы тут погребочки? Спасибо, я вроде так стою. Погребочки. Я свой урожай здесь уже собрал. Стой, подожди, мы с тобой не договорили. Он говорит, прямо иди, а в какую сторону? Тут как бы два прямо, ну ладно, пойдем сюда. Что это тут? Стой, а здесь нет прямо. Я просто бегу по тропе. Стой, тропинки-то нет. Ужасающее место. Вернуться бы поближе к реке. Все. Давай. Стой, где ближе к реке? Это куда? Может быть, надо было идти в ту сторону, откуда он пришел? Пойдем туда тогда? Как-то непонятно ничего. Надо сказать, где прямо не ошибешься. Иду прямо. Чего-то уже каким-то хоррором попахивает. О! Кто это? Стойте, подождите. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, о боже. Зачем я это взяла? Трясти, говорит. Трясу. Ой. Монетки. Замечательно. А что на них купить-то? О, лодку можно купить, кстати. Проезд, наверное, на лодке будет. Давай возьмем. Раз монетка, два монетка. Тут только больше ничего нет. Можно, пожалуйста, меня? Ага, вон за проезд. Раз, два. Все. Добрый вечер. Кто это такой? Что мне говорить? Я уже охренел совсем, честно говоря. Ну, я даже не знаю. Спросил бы, куда мы плывем. Или хотя бы поинтересовался, как я оказался в этой лодке. А в самом деле, как ты оказался в этой лодке? Любой, кто окончил хотя бы 8 классов, сразу поймет, что мы плывем через реку Стикс, в царство мертвых. А 8 классов я окончил. В общем, я совершенно не против, греби быстрее. Так, давай так. Так было задумано. Боюсь, плыть нам предстоит очень долго. Все, приплыли. Выходи. Прикольно. Можно выйти, да? О, стоп, тарелочка. Вылазим.
Так. Это я в молодости, да, видимо? Так, ну тут все, смотри, все на месте. Водочка, сигаретки, монитор. Давай. Валера, ты хочешь войти? Войти? Войти хочу. Да. Чего тебе больше всего хочется? Вернуть здоровье и ноги, чтобы на секунду коммунизм торжествовал, чтобы были живы все, кого я любила. Жена, родители, брат, друзья, чтобы внук обо мне не забывал, чтобы пенсию нормально платили. Хотя, подожди, жена вроде же жива. Давайте за коммунизм будем. Так, для интереса. Прошлое может скрываться удивительно много будущего. Ой, ярко. Так, акт 6. Аншлаг. Что там у нас по новостям? А где новости-то посмотреть? Подожди. Использовать Вот такой комментарий дал Валерий Михайлович Потихонченков, выступивший своего рода парламентером со стороны землян. А мы тем временем продолжаем прямое включение. Блин, а я не успела, значит, послушать, что там произошло. О. Продолжаем прямой эфир из деревни Кужлевка, где состоялся первый контакт, межзвездный, можно сказать. Вот вы видите, какая тут очередь. Народ ждет. Молодой человек, вот вы зачем в этой очереди стоите? Ну, я как-то по привычке. Смотрю, стоять все. А я чё? Понятно. А вы, мужчина, чего ждете от встречи с инопланетянами? Я от первого часового завода сюда командирован. У нас производственная линия вообще развалилась. Второй месяц не подвозят винты для часовых механизмов. Малюсенькие такие. Старый поставщик стоит. У них сталь кончилась. Ну, я как-то... Блин, бахнуть УЗИ, что ли? Зарплату пуховиком вот талики-то. А вот мы видим даже мужчину в форме. Скажите, пожалуйста, что вас сюда привело? Ну, я, можно сказать, тоже, как вон, молодой человек прикомандирован был. У нас из военной части кто-то угнал два танка. Пытаемся вот разобраться. Неплохо. Ну, может, они с неба что-то как-то видели. В конце-то концов. Где там собака-то покопалась? Понимаешь? Понял вас. Странный запрос. Ну, а вы, женщина, чего ждете? Понимаешь, жена? Ой, вы знаете, сейчас такие цены, а у меня сын из армии возвращается, хотела ему магнитофон японский. Вот с такими проблемами наши люди Кто идут к там инопланетным идет ко гостям. мне? Вон, смотри, кто-то тащит ребенка, да? Спасибо, Сергей. Тем временем из Болгарии пришло письмо от бабы Ванги. Болгарская пенсионерка огорчена по поводу переезда очереди у ее дома в Кужлевку. Провидица обвиняет кужлевцев в шарлатанстве и уверяет, что тарелка поддельная. Да правда, так и есть. Кужлевку попер народ со всей области. Ё-моё. Утро доброе. Так вот, говорю, дотащит они кого-то. В смысле, что это такое? Так, опережая вопросы, это эксперт приехал. А? Какой эксперт? Много толку нам от такого эксперта. А я уж подумал, что у нас очереди воскрешения не мертвого. Что с ним? Да это он на радостях, еще как на подходе ее увидел. Он же вроде как всю жизнь эту тарелку искал. Очухается. По щекам, что ли, похлопайте. Налейте человек, в конце концов. Не, по щекам похлопайте. Зачем его наливать? Он вообще не встанет. Аккуратно только. надо. О, хорош. Я и не мечтал увидеть нечто подобное вблизи. Типа уфолог какой-то, что ли? Расскажите мне все, что вы о ней знаете. Ничего не знаю вообще. Так, она врезалась в мой дом, теперь я устроился к ним переводчиком. Зарплат не платят, ну как и везде. Это все. Эта тарелка исполняет желание, но ей требуется переводчик. И даже тогда они не все правильно понимают. Мы-то практически ничего не знаем, вот они будто бы нас изучают через просьбы. Да напрямую они с нами не общаются. К телевизору Валерия Михайловича присоединился какой-то модуль, и теперь он функционирует как секретарша в приемной на заводе. Ну, я про телевизор. А Михалыч как бы директор. В общих чертах. Ну, хорошо. Директор. Вы можете привести какие-то примеры их деятельности?
Степе повезло, а вот с козой и Климом, односельчанином, все прошло не очень хорошо. А вот, перед вами стоит. Я был лысый, как коленка, а теперь шевелюра, как у Кобзона. Это надо мной тарелка поколдовала. Значит, своего рода исполнитель желаний. Видимо, через наши мечты они хотят выяснить, с кем имеют дело. Даже если они потерпели крушение, то, скорее всего, с их-то технологиями им ничего не стоит держать оборону в тарелке, пока они все не починят или пока их не эвакуируют свои. Но раз они оказались здесь, то им надо обязательно знать, с чем они столкнулись. Понимаете, открытый космос все равно, что окраина Казани поздней ночью. Даже знать о себе кому-нибудь не тому и хана. А как им докажешь, что с нами не хана? А правда ли не хана? Ну, что я могу сказать? Тщательно выбирайте, кого будете впускать внутрь. Только это и остается. Ага. Сюда Звучит по-хорошему хорошо. должны съехаться философы, писатели, поэты, ученые, безусловно. Теперь нет никаких сомнений, что уфология наука. Так что я вот, к примеру, с сегодняшнего дня, безусловно, ученый. Фига придумал. И вы, конечно же, хотите вовнутрь. Понятно, на что вы намекаете. Безусловно. И давайте не терять времени, раз уж вы привлекли внимание общественности. Не Ну, давай, топай, беспокойтесь, что ты хочешь. мои намерения кристально чисты. Я посвятил этому всю жизнь. Кроме как мне доверять вам, безусловно, некому. Запрос-то какой ты хочешь? Какой запрос? Запрос. Ладно, сама придумаю. Сумасшедший фолк метафизика. Давай. Метафизика, сумасшедший уфолог. Вызов получит загадочную... Я не знаю, правильно или нет. Я так и не разобралась, как с этим работает. О, смотри-ка, все хорошо. Все супер. Все зеленое. Ну, вперед. Расскажешь потом, что там как. Так на Давай, этот давай. счет никто и не поинтересовался. В смысле? Друг. Странная пачка сигарет называется. Шо Если в мои это? руки попало действительно то, о чем я мечтал, то... То. Что происходит? Ну хорошо, вы можете привести... Какие-то примеры их деятельности. А? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, что наворотил-то? Ты чё? Опасная штука. Положите ее на стол и не дотрагивайтесь. Что это? Никто не должен узнать. Сказатель времени Слышите? какой-то? Никто. Это в разы опаснее самой тарелки. Я заберу ее в наш НИИ. Это в гараж или в подвал? Нет, никуда вы ее не заберете. Слишком опасно. Тут оставляй. А давайте я в нее шмальну пару раз. От греха. Типичный Нет, Стёпка, а вдруг откроется черная дыра? Надо засунуть ее обратно. Человечество не готово, я понимаю. Попросите их открыть, ну уже. Войти можно лишь единожды. Он хочет отнести что? Мало ли, по-всякому пригодится может. Как угодно, но уничтожьте. Нельзя нашим людям ее доверять. Засрут все вплоть до мезозоя. Так-то да. Это с радостью. Это точно. Разрушайте, товарищи. Не надо нам такой штуки. Да зачем это придумал? Зачем загадал? Серьезно? Ты думаешь, это поможет? Сейчас взорвемся. Стёпа открыл пространственную дыру. Степа, ну зачем? Это же посерьезней самой тарелки. Поехали. Не надо нам Я такого, хочу и все. туда. Наши люди что, по-вашему, за прошлый год какую-то невероятную сознательность продемонстрировали? Ну вот то-то. Дайте несколько фотографий сделать, и я сейчас же помчусь в одну знакомую редакцию. Его сейчас сосет, мне кажется. Нет? Ну, пока нет. Что-то пока не засасывает. Блин, жесть. И что там находится, интересно? Вы во шо мой дом превратили, блин? Здесь тарелка. Ну вот, С теперь инопланетянами. при всем Там желании вот портал ничего ни от какой-то. кого не скроют. Держитесь тут.
Блин, Вон, ну- видите шар на столе? Его прихватите. Может, он подскажет вам, откуда они прилетели. Он Вдруг туда собрался, заблудились что ли, и приплыли, как те солдаты на барже. Попробую выяснить. Прорваться бы через эту толпу. Кстати, о толпе. Думаю, можно потихоньку начать впускать людей. Как я видел, тут уже далеко не только местные. Думаешь, пора, да? Чё это там след какой-то за ними, смотри. Друзья, большая просьба. Заходите организованно, в порядке очереди. Вот вы. Ой, не надо, Вы первым были, да? заходите. Заходите. Так, и кого это Здравствуйте. к нам занесло? Здравствуйте. Здравствуйте. Борохов какой-то. Вы кто такой? Потрясающе. Просто невероятно. Это и есть исполнитель желаний? Ну... Для начала вы свое желание нам озвучите. У нас-то тут что-то вроде худсовета. Всех подряд не пропускаем. Да, сперва небольшое собеседование. Вдруг вы, ну, не знаю, кислотой плеваться хотите. Ну, вдруг. Вот таких людей мы стараемся не пропускать. Фамилия моя Дорохов. Я вам все расскажу честно. Я даже так скажу, предельно честно. Товарищи, я всегда знал, воров и разбойников нужно привлекать к ответственности. Это априори. Это, так сказать, библейская истина. Я так воспитан. Сейчас на нас очень много грязи льют. А я вам так скажу. Хотя бы на каком-то отрезке истории российской государственности нас, вот, ну, в самом деле, оставляли в покое? Не оставляли, получается. Нас не внешний враг погубил, а внутренняя расхлябленность. Расхлябанность. Народ в том году проголосовал сохранить Союза, а выйти защитить его побоялся. Сами виноваты. Вот. И я скажу так. Я все детство в пионерии, понимаете? И если на некоторые западные страны посмотреть, так мы же их предали. И они нас. Но это, в общем-то, сложный вопрос. Тут, как говорится, где, кто, это еще разобраться надо. Надо подумать. Так вот, я, собственно, к чему веду. Вот это вот основная проблема. Расхлябанность, перегибы на местах. Это все понятно. А идеи нет. Идеи-то не хватает. Старая идея кончилась, а новую не придумали. Как-то надо народ подтягивать. Нам что предложили? Обогащаться? Но это не идея. Вы посмотрите в окно. Что видите? Разгул бандитизма, взяточничество. Чуть ли не, Ага, что называется, вижу, вон, то да. самое. Беспредел. А вы Ну? подумайте. Ну, если немножко усилий приложить. Ну, это первое. А что касается достижений, мы все сделаем. Это второе. Но удержать не получается. Я, конечно, полностью согласен, но формула-то... Формула к чему приводит? Там детали скрываются. У значительного количества лиц свои интересы. А вроде бы все по закону. А вы спросите, спросите уважаемых друзей из Соединенных Штатов. Вот они, вот эти вот все свои, которые снимают вот это вот все. Вот это вот все, это что? Это вы о чем это? Что они там снимают? А что происходит? Кого ждут-то меня? А наши пацаны, простые русские ребята, потом в эти видеосалоны, так называемые, новомодные, просто в очереди выстраиваются, чтобы посмотреть очередного Арнольда. Как там советских людей пачками губят. Вот и проблема. Америка та же. Это все надо прекратить. Америку В мое вот прекратить? время, а? Там что, крутили такие фильмы? Нет. А непорядок, он не за ночь пришел. Вам мои ответы, может быть, не понравятся. Я такие темы поднимаю, но в мире все очень сложно. Надо смотреть правде в глаза, потому что не все так однозначно. Собственно, вот в чем в итоге. Вы подумайте. Я ничего не понимаю, о чем говорит вообще. Ни черта не понял. Вы что хотите-то в итоге? Ну ладно, входите, что ли. Я ни слова не понял, это уже повод сомневаться в вас. Входите. Ты кому мозги пышь? Пошел вон. Ну. Вы что такое говорите? Вам воевать приходилось? Я на возраст ваш смотрю. Воевали, наверное? Ну, смотрите, удивительно. Мы врагов Родины жестко предупреждаем. Во все времена одно и то же происходит. А эти там уже кинжал обнажили. Но вы еще узнаете. Смотрите, как бы мы вам бошки-то не пооткручивали. Еще узнаете. Это что, это угроза была только что? Ну-ка пошел. Вот только нормальный мужик на пороге появился. В смысле нормальный Может, мужик? даже Ты из дурак, служб. что ли? А вы с ним вот так. Сейчас тоже Какой пойдешь тебе отсюда, нормальный понял, мужик? вон. Это Ну, ж деспот какой-то. Ну. Таких за порог чуть пасть откроют. Конечно, Давай, конечно. Степа, дальше, по порядочку. По порядочку, пожалуйста, по порядочку.
Следующий. Next. Сейчас никого не пропущу. Блин, а интересно, а что будет, если вообще никого не пустить? А там нет никого уже, наверное. Там военные дальше по очереди. С Афгана, видимо. Может, со служивыми впредь будем осторожнее? Ты чё несешь? У него ноги нет. Вернуть, видимо, хочет. Да вряд ли он из-за ноги. Вы? Да. Заходите следующим. Добрый вечер. А с чего он взял, что он с Афгана, что он военный? Ничего себе у вас тут. Серега. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Добрый вечер, Сергей. С Афгана. Интернациональный долг выполнял, а вернулся в другую страну. И то не целиком. Бывает. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, мы с Сергеем познакомимся поближе в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.